Идем в футболках по снегу. Зима, как будто бы. Май, у нас снег лежит. Здесь не так много, а есть места, где снега еще очень много, по колено. Но сегодня первый, самый теплый день. И мы с Петрухой пошли в поход с ночевкой. Вот. Идем и кайфуем, потому что за всю весну я первый раз иду в футболке. Класс. Наконец-то тепло. Выходные вообще жару обещают до 19, до плюс 19 градусов. Петруха, на машине будем. На машине. Стесняется. Снег мокрый, ноги мокрые уже все. Под снегом есть местами лужи, грязь, скользко. Зашли на Петину стоянку. Вот так она у него обустроена. Сосна такая огромная стоит. Вот такой шалашик Петя построил. Вигвамчик. Классный. Опа! А вот он, Петя, стесняется. Банан жует. А, у него еще качелька вот тут висит. Качаться будем. Класс. Где-то здесь будем ставить палаточку. Классная стоянка. Я на этой стоянке первый раз, я не знала, но сюда ни разу еще не ходила. Первый раз пришла. Петя позвал с ночевкой, и я пошла. Первые дни тепло, но вот мы поднялись, пришлось уже куртку надеть, потому что пока идешь жарко, а на самом деле не так уж и жарко. Я вся мокрая, сразу остановилась, замерзла, потому что сегодня что-то, по-моему, плюс 7, плюс 9, ночью вообще плюс 1, это в городе, а за городом наверняка будет минус. Но уже все равно намного теплее, чем у нас до этого было. У нас вообще весны не было абсолютно. Просто дубак стоял конкретно. Ладно, будем располагаться. Петя рог принес на свою стоянку. Классный. Скорее всего, это морали рог. Хочет здесь прибить. Трофей такой у него добытый. Пети палатка, как у меня, точно такая же. Он меня заставил палатку собирать бессовестно. Дровину несу. Сейчас буду пилить. Петя пытается там колышки вбить, потому что земля еще замерзшая совсем. Холодно, что я аж перчатки надела. Пока шли, казалось жарко.
Петя тут термометр перевешивает. Такой у нас костерчик. И вот такая обстановка. Такая стоянка классная. Качелька, палатка, вигвамчик. Петя тут повесил гамак. Просто отдыхать. А в вигвамчике вот так. Живое дерево посередине растет. И тут можно сидеть. И вот здесь сидеть. Еще столика здесь не хватает. О, вот это надо забрать. Пакет откуда-то тут. Класс. Обстановка классная. Мне нравится. Место такое хорошее. Прям посреди леса. Петя выбрал. Хорошо так обустроил. Супер. Я сегодня планировала в другой поход пойти, в свой грот светлый. Думала там дрова потаскать. Опять я позвал. Я решила сходить. Мы с ним очень давно уже не ходили. А он потом уезжает. Потом непонятно, когда мы еще сходим. Сушу ноги. Они у меня все промокли и замерзли вообще. У костра прям вообще тепло, так хорошо. И вот лепешечку грею. Сейчас с Петей перекусим и пойдем, наверное, погуляем по видовкам. Такие дела. Петя что тут марафет наводит. Садись уже, чай попьем. Петруха. Гонорар, что был. Ну, костра ноги хоть стали согреваться, то вообще замерзли. Надо было взять смену обувь. Я, как всегда, ну, это ж Алина. Еще думала взять. У меня чай в термосе, а Петруха хочет себе на костре чаек сделать, потому что он любит сладкий, а у меня не сладкий. А у меня чага с пихтой чай. Я сладкий не люблю. Петя такую кормушку делал. И вон сколько семечек принес. Вообще много. Классная кормушечка. Пошли прогуляться. Пойдем на видовки посмотрим красоту там, на горы, на скалы посмотрим. В лагере палатку установили, все сделали, у костра посидели, пообедали и пошли гулять. Времени у нас много до вечера. Можно ходить, бродить. Ну, перекусили, ладно уже. Для меня лично это пообедали, а для него это заморили червячка.
Птички поют. Уже по-весеннему. Хорошо так, но еще холодно. К вечеру, наверное, вообще дубак будет. Ну ничего, на выходные вообще жара. Мы тут какой-то шалашик нашли. Сейчас покажу. Вот он. Маленький такой. Понятно. Да. Кастрюля валяется. Да, какой-то такой полуразрушенный. Наверное, никто уже сюда давно не ходит. А когда-то вот костровище здесь было. Да. А это типа вход. О, дверь упала даже. Он такой маленький, капец. Как-то только спать. Не вижу смысла такого сарая. О, сколько какашек моралих. Идем по козьей тропе. Петруха, идем по козьей тропе. Места здесь, кстати, не дикие, но животных много. Есть моралы, косули, кабарга, медведи, зайцы, лисы, все есть. Вот. Но, в принципе, город недалеко. Именно где мы сейчас ходим. Да что говорить, у нас, в принципе, тайга-то она рядом с городом. Можно сказать, город построен в бывшей тайге. Когда-то на его месте все было когда-то на его месте была дремучая тайга. Такие дела. О, Петя клеща поймал. Вот один, а вот второй по ногам ползут. У него штаны специальные против клещей, поэтому не страшно. Смотрим, там еще куча старых. А, ничего ты. 2 недели. Собирал. Берем вот клеща и цепляем его на изоленту. Опа, и он здесь. И вот так же еще один. Во. Да уж. Заматываем. Специалист, что сказать. И потом дома близким показываем. Хвастаемся клещами, да? Ну, чё, смотри. Петя не то, что я. Я-то отпускаю клещей, а он, видите, собирает их. Потом дома хвастается. Вот столько клещей я сегодня насобирала. А я посмотрелась, на мне вроде бы клещей нет. Ну, по крайней мере, я их пока не вижу на себе. Мы тут, в общем-то, на видочке. На Петиной. Его открытие. Сюда обычно не ходят. Я, если честно, такие видовки не очень люблю, потому что именно здесь, вон внизу, у Базайхи дачи. То есть у нас есть места у Базайхи, где дачные поселки, или как их назвать правильно. Это, можно сказать, недалеко от города. А дальше уже по Базайхе, там уже начинаются более дикие места. Такие дела. Петя, кстати, увлекается фотографией. У него фотопоходы платные. Он водит людей в походы группами. И у него именно не просто походы, а фотопоходы. Он еще в этих походах фотоет. Очень красивые у него фотографии. Наконец-то первый цветок, медуница. Маленькая еще совсем. Она, кстати, полезная, ее можно есть. Мне жалко. Пусть растет.
Спускались вниз, теперь наверх поднимаемся. Фу, моральями, козьими тропами идем. Какашек, море везде. И клещей тоже немало. У нас такой лайтовый поход. Кстати, он приурочен, знаете, к чему? У нас с Петрухой 5 лет, как мы знакомы. Фух. Не именно сегодня, у нас сколько? 4 дня назад была эта дата. Сегодня 4 мая. И вот мы подождали, когда потеплеет, и пошли. Потом, возможно, ни я не смогу, ни он. Мы с ним не так часто ходим. Вот. Поэтому решили сходить. Я смотрю, здесь уже и проклевывается. Знаете что? Прострел лекарственный. Тоже полезное растение. Кстати, занесено в Красную книгу. Сейчас покажу. Вот. Маленький еще совсем. Ну, какая скалка красивая. Огромная. Лазим тут по кустам, клещей собираем. Ты кустище. Сейчас надо от клещей осматриваться точно. На козьих тропах их много. И нет, пока не видно. Котик, на тебе нет клещей? Вроде бы нет. Петруха побежал фотать скалу. Красивая такая большая скала. Молодые сосенки растут. Кстати, Петруха подобрал чью-то бутылку. И мы ее забрали, чтобы она тут не валялась. Сожжем в костре. Идет вот таким способом. Стряхивает клещей с кустов. Оберегает нас от клещей. Идет впереди. Берет всех клещей на себя. Красиво как. Я уже подразделась. Когда ходишь, сразу тепло. Даже иногда жарко. Куртку сняла. Вот так завязала. А Петя сказал, что за куртку будут цепляться клещи. А куда я ее дену? Приходится так идти. Кстати, Петя на борьба с клещами мне совсем не нравится. Способ такой. Но я тут ничего поделать не могу. Каждый борется с клещами так, как считает нужным. У Пети куртка от Покров. И вот уже второго клеща на куртке находим. Вот. И они, короче, костюм пропитан от клеща. И можно 100 стирок стирать, и ничего не будет. И вот он дурной такой ползет, ничего не соображает. Вот того клеща сдуло. То есть он вообще не держался даже. И этот такой пьяный. Вот еще костюм пролез и на кофту. Вот еще у Пети. Ну, а ему вообще капец пришел. Да. Вот так что пропитка действует у костюма Покров. Клещи вон. Дуреют, не знают, короче, не понимают, куда ползти, что делать. Потом вообще их просто сдувает ветром, и все, они спадают. Мы тут на очередную видовку пришли. Называется видовка Синильга.
И вот там через кусты пробирались. И на нас клещей много залезло. Вернее, на меня ни одного не залезло. Петя же впереди шел. Вот он там пособирал штук 5, наверное. Вот у него костюм от Покров, и он действует, получается. Вот он, прострельчик. Вот он, маленький. Наконец-то вылез. Прострел или сон трава. Занесен в Красную книгу. Есть фиолетовые, голубые, желтые. Но пока тут фиолетовый только вижу. И вот еще один малыш. Наконец-то. Ой, какой нежный. Пушистик. Маленький, красивенький. Как радостно увидеть цветы, наконец-то. Когда вообще просто не было в Сибири весны. Просто от слова совсем. Просто ее не было. Была зима вместо весны. И сегодня 4 мая. Первый день более-менее тепло. Ночью еще холодно будет. И вот уже что-то вот на склонах, на южных, снег давно растаял, солнышко пригревает, и вот уже первые цветочки появляются. Снега здесь нет. Как хорошо. Тепло. Красиво. Я просто балдею. О, куда я собралась. О, вот так надо меня сфотать. Лезаем или слазим, как правильно. Смотрите, какой малыш. Совсем-совсем маленький. У меня вот пальцы по сравнению с ним огромные. Пушистик. Вон она. Желтая серединка. Красавчик маленький. Смотрите, какая красотища. Какие горы, скалы красивые. Петя фотоет, конечно же, такую красоту. А там печаль, да, дачные домики видно. Мне кажется, они все портят, эти домики, конечно. Красота. Конюк кричит где-то. Слышно его. Было видно, они тут летали, сейчас не видно. Вот это Сивуи, а это Магда, а это гора Луч. А вон там Синильга находится, сама гора. А мы на видовке Синильга. Вот гномий домик. Вход в гномье царство. Мы нашли его, нашли. Тут еще смола вокруг. Можно пожевать. Прям жидкое. Классный такой входик. Люблю смолу жевать. Вкусно и полезно. Все, мы пришли в лагерь. Надо одеваться. Здесь снега больше. И сразу как-то холоднее. Сюда приходишь, здесь холоднее, чем там. Там южные склоны. Солнце пригрело, гораздо теплее. Надо одеваться, костерчик делать. Кушать уже хочется. Очень. Поставили водичку. Сейчас будем кашу заваривать, когда у нас кипит, чаек пить. Вот столько дров натаскали. О! Вот эти Петя принес, вот эти я. Какая обстановочка.
Метеля высоко висит, из-за этого включает флаг. Долго раскачивается, но зато полет чувствуется хотя бы. Ну, удобно все там. На нем вот так можно прыгать. У меня есть вот такая подушка. Это единственное, что удобно в этом гамаке. И вот так решила немножко отдохнуть. Хотя бы. Не очень удобно в таком гамаке, если честно. Я к своему крутому привыкла. Не, ну чисто как для отдыха, может, и пойдет. Просто поваляться. Короче, вот так лежу, балдю. Пока у нас там еда запаривается. Угу. Да, Петя! Мы, короче, поужинали, отдохнули, посидели у костра и пошли на другие теперь видовки. Хотим на закат посмотреть, если он сегодня будет. Такие дела. Смотрите, что я нашла. Желтенький прострел. Сон трава. Какой красавчик. Вот еще такой корень. Очень эпично стоит. Красота. Похож даже на кого-то. Птица какая-то или кто. Напишите, кому на кого похож. Да иди ты, Ваня. Пойдем за бугор, Алина. Люди неправильно поймут. Ты что забрала? Мне солнце в глаза светит. Вот так я его наказала. Пришли на Петрухину, другую стоянку. Нет стоянки. Ну, такая, да, стоянки почти нет, но лавки вот такие есть. Не знаю, видно, нет. Солнце просто в глаза, я очки не взяла, мы же на закат пришли. Вот, сидим, ждем закат. Смотрим на красивые скалы. И ждем, когда солнышко начнет садиться. Мы тут, кстати, ночевали осенью. Я снимала небольшой ролик, но я его до сих пор так и не сделала. Может, когда-нибудь я его сделаю и на вот этот второй канал закину. На оленину кашу. Он такой короткий получится и без слов, по-моему, такой. Зато он очень красивый, он осенний. Мы вот здесь вот с Петрухой ночевали, на этом месте. Где там дрова, не вижу. А вон они позади меня. Дрова, которые мы таскали, они до сих пор тут стоят. Часть мы же сожгли тот раз, а часть осталась еще. Скала Арка сама очень красивая, место очень красивое. Но много слишком сюда народу ходит, так как близко к городу сильно находится. И легко доступное место. Вот.
Поэтому я не сильно-то люблю здесь. Ну, Петя вот любит сюда ходить. Он с ночевками ходит ради видов красивых тут, потому что реально виды очень красивые. Сейчас просто солнце затеняет. Тут на рассвете очень красиво, прям очень. А мы как-то еще ночевали здесь в туман. Только мы там на самой арке ночевали. Давненько уже. Осенью тоже это было. Там такой туман был утром. Все в тумане. Такие деревья все цветные, прям яркие. Не знаю, может пару фоток ставлю. Такая красота. Но я тогда не снимала еще вообще. Это было давно уже. Вот какая уже красота. Вообще. Солнышко уже садится за тучки. Начинает окрашиваться небо. Снимаю, и ты как раз говоришь, нифига у нас не тепло, у нас всегда холодно. Это точно, дубак. Мы вообще замерзли тут на закате. Закат, конечно, красивый, но мы вообще отдубели уже тут. Ну так не покажет, какой он красивый. Камера выбеливает. Птицы поют на разные голоса зато. Да, так выбеливает камера. Ой, я вообще уже околела. Сейчас солнце сядет, надо быстро бежать в лагерь, костер разводить и надевать термобелье под низ, потому что вообще очень холодно. А у меня еще ноги сырые. Мы же там по снегу, по мокрому находились. И ноги промокли у меня. Холодно, холодно, очень холодно. Красота. Небо очень красивое. Да, закат красивый, но холодно. Хотелось бы тепла. Ничего себе, там луна. Просто огромная. Реально громадная. Такая прям вообще четкая, круглая, огромная луна. Какая-то белая. Вон с той стороны солнце село. Вон какая там сейчас красота. А с этой стороны луна. Прям напротив солнца. И луна прям такая огромная. Красиво, но так холодно. Просто вообще я там, пока мы смотрели на закат, часа полтора, наверное, мы там были, задубели просто вообще. Ноги отваливаются от холода. Фу, мы уже в лагере. Я вообще сильно замерзла. У меня сильно замерзли ноги, они у меня мокрые. А я еще додумалась легкие ботинки надеть. Ну, типа потеплело же. Умная такая Маня. Как всегда. И ноги у меня мокрые, носки мокрые. А те носки, что с собой взяла, в одних я взяла спать, я их не хочу мочить, а вторые на завтра. Вот, а больше у меня носков нет, поэтому я менять не хочу. Вот, пришли, я уже залезла в палатку, термобелье под низ надела. И пока я термобелье надевала, Петя тут вот костер сделал. Это супер шикарно, конечно. Я из палатки сразу вылезла и к костру ноги греть. Ой, с одной стороны хорошо иногда с напарником пойти. Но только иногда. Ну вот сижу, ноги грею, короче. Петя. У меня аж пар от ботинок идет. Вон, пар от ботинок идет. Вода испаряется. Главное не спалить. Я уже столько ботинок на костре поспалила. Это же Алина, как всегда. Слушайте, птицы поют.
Время уже где-то, наверное, 9 часов, а может даже 10. И птицы еще все поют. Обожаю май. В мае всегда так. Птицы поют по-особенному. Сейчас, наверное, посидим, поужинаем и спать. Так, мы уже в палатке. Я туда запихала всякие вещи в ноги. Штаны, футболку, носки, которых днем было, чтобы они заодно подсохли. Тут у меня ботинки в пакете, чтобы они утром ледяные совсем не были, потому что на улице очень холодно. Тут у меня куртка под спальником, чтобы моим почкам было хорошо и радостно. Вот, все. Надела вот такие теплые, как всегда, носки. И даже в них я обычно мерзну. Короче, вот так вот я упаковалась вся. Надела термобелье, потом еще кофточку, потом баф и кофту еще флисовую. Правда, штаны у меня всего одни. Надеюсь, я не задубею. Ну, как бы вдвоем-то в палатке теплее спать, чем я одна обычно сплю. Надышим. Что-то у Пети совсем легкий спальник. Не знаю, как он будет спать. Спрятался. Да я тебе и не снимаю. Стесняется. Ладно, все, всем спокойной ночи, до утра. Доброе утро, земля. Такой дубак был ночью, вы не представляете. Передавали +1, 0+1 примерно. Но тут по ощущениям -5 где-то было. Это вообще капец как холодно. Хоть мы вдвоем в палатке спали, все равно очень замерзли, всю ночь мерзли. Петя сказал, что вообще думал, не выживет этой ночью. Ну это он, конечно, пошутил. Вообще был дубак, конечно. И сейчас до сих пор холодно, поднялся вообще сильный ветер. Я вообще не знаю, как вылезти. Петя вылез уже, он уже даже коврик он собрал. Я ему говорю, иди костер разводи. Потому что я не знаю, как вылазить, если он сейчас его разведет. Я хотя бы могу к костру ноги погреть. У меня ноги очень сильно замерзли, хотя в шерстяных носках. Вообще дубак. Представляете? 5 мая сегодня, такой холод вообще стоит. Но сегодня днем вообще тепло обещали. Это ночи очень сильно холодные. Ну и вчера днем тоже было так себе. Зато птицы поют, заливаются вообще. Спасительный костерок. Петя уже воды нагрел, заварил себе картошку и кофе сделал. А у меня вот такой завтрак. Лепешка и детская кашка. Люблю детские кашки. Ну и тут еще вкусняшки. Я уже помылась. У костра маленько погрелась, сидела, сделала. Мы уже даже палатку собрали. Пете сегодня надо рано выдвигаться домой. Он завтра в Хакасию. Людей везет. Группу в поход. Они на 3 дня едут. Там как раз тепло такое обещают. Они решили в Хакасию сгонять. Вот, поэтому ему сегодня собираться надо. Мы рано уходим. Сейчас позавтракаем и все. Петя. Где это тепло, которое обещали? Вообще не понимаю. Холодно вообще, витрина сильный. Все, мы двинулись домой.
Минут 20 мы всего лишь собирались. И еще минут 20 у нас ушло на завтрак. Вот так вот. Чего можно копаться 5-6 часов, я вообще не понимаю. У нас меньше часа ушло на все про все. Встать, собрать вещи, палатку, позавтракать, костер развести, умыться, все. Меньше часа. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мои каналы. Всем пока-пока.